Спецслужбам России и Украины удалось предотвратить покушение на премьер-министра Владимира Путина, которое готовила группа террористов. По данным следствия, члены банды, находившиеся в международном розыске, были задержаны в Одессе в начале этого месяца. Сообщается, что все они имеют за плечами серьезные преступления: попытки убийств, подготовку смертников, организацию терактов и диверсии на экономических объектах. Сейчас в украинском СИЗО члены банды дают показания. В репортаже нашего корреспондента Антона Верницкого все детали преступной схемы и признание террористов, готовивших основную часть операции. Самый обыкновенный одесский дворик, когда сразу после новогодних праздников 4 января в одной из квартир здесь произошел взрыв. Пожарные, приехавшие на место, первым делом подумали, что взорвался бытовой газ. Но уже через 2 дня после этого, 6 января, Служба безопасности Украины направила срочную телеграмму своим коллегам из ФСБ России. Снимали квартиру ничем не примечательные молодые люди. Один из них при взрыве погиб. Еще одного обгоревшего удалось спасти. И сразу же в больнице к нему вынуждены были представить охрану. Судя по показаниям выжившего Ильи Пьянзина, вместе с Русланом Мадаевым, который погиб при взрыве, они прилетели на Украину из Арабских Эмиратов через Турцию с четкими инструкциями от представителей Дока Умарова. Они сказали, значит, что для начала поедете в Одессу. Научитесь изготавливать бомбу. А потом уже дальше уже в Москве будете делать диверсии на экономические объекты. В дальнейшем это покушение на Путина. Потом мы прилетели в Одессу. Руслану дали номер человека, который должен был встретить нас здесь. Так стало известно о 3-м человеке, который скрылся во время пожара. Одновременно с этим украинские эксперты тщательно обследовали и сгоревшую квартиру. На месте была обнаружена смеси всевозможные. В дальнейшем показалось, что в данном адресе производилось изготовление самодельного взрывного устройства. И вот оно как бы и сработало. Далее украинские и российские спецслужбы работали уже совместно и очень эффективно. Еще один участник банды был найден. 4 февраля квартиру, где он скрывался, украинский спецназ брал штурмом. Из Одессы преступник уйти не смог, так как тоже обгорел во время взрыва и пожара. Голову подними, представься! Асмаев Адам. Громче! Асмаев Адам Асланбекович. Адам Асмаев в международном розыске с 2007 года. Перед Днем Победы ФСБ удалось предотвратить теракт в Москве. Начиненную 20 килограммами пластита и металлическими шариками машину нашли на Профсоюзной улице. Готовили ее для теракта в столице против Рамзана Кадырова. Адаму Асмаеву удалось уйти. Показательно, что тогда правозащитники обвинили ФСБ в якобы имитации подготовки теракта. И на ряде сайтов в интернете Асмаева даже объявили преследуемым по политическим мотивам. Следственный изолятор Службы безопасности Украины в Одессе. Асмаев охотно сотрудничает со следствием, надеясь, что это поможет избежать экстрадиции в Россию. Он даже соглашается на интервью с нами. Подробно рассказывает о том, что же взорвалось в одесской квартире и как планировалась операция. А ваша роль в этой операции? Ну, вообще, изначально мне попросили просто обучить 2 человек. Конечная цель была поехать в Москву и попытаться совершить покушение на премьера Путина. Ну, какой-то план у вас же был? Как это бы происходило? Ну, например, вот то, что произошло в Ингушетии, покушение на Евкурову, там смертник, значит, пошел на таран его автомобиля. Вообще есть такие мины военного образца, которые называются противобортные мины, так что там не обязательно даже это там... То есть смертник вы даже не искали бы, или сами бы не пошли бы? Я бы не пошел. А вот ваши... Вот погибший, например, был готов пойти смертником. Сам Адам Асмаев еще недавно внешне был респектабельным молодым человеком и выглядел так. Он отучился в лондонском филиале Букингемского университета на факультете экономики. Там же в Лондоне, по его словам, заинтересовался взрывным делом, которое старательно изучал, а также познакомился с бежавшими из России боевиками.
Примечательно, что в одесской квартире банда экспериментировала с новым видом взрывчатки, способной прожечь броню. Именно Осмаев был и связником террористов в Одессе, и инструктором, который должен был обучить их и переправить в Россию через Белоруссию. Весь план подготовки, а также место перехода границы, размещения в Москве оперативники нашли в его ноутбуке. А всего объем информации в компьютере в этом достаточно большой. Достаточно большой, и он, как правило, такой учебный, разведывательный. Среди файлов указано видео с проездом кортеджа, в частности Путина. Ну, чтобы имелось понятие о том, что как садится охраняемое лицо, сколько машин сопровождает с разных ракурсов, с разных улиц. То есть дает понимание для них, где места, количество транспортных средств. Ну, на разных улицах Москвы. Да, на разных улицах Москвы. Вот, например, непосредственно узкая улица, где немножко движение затормаживается и уже дается понятие, какое автотранспортное средство и за какой следует. То есть люди обучались не просто на одном примере, а на нескольких. А потом вот интересно, наиболее уязвимые места автотранспорта, а также место поражения людей. Частично взрывные устройства планировалось изготавливать прямо на месте, в Москве. Из подручных материалов, как выразился сам Адам Осмаев, которые продаются в магазинах. Но детонаторы и пластид были завезены в столицу заранее. Вместе с той взрывчаткой, которой была начинена машина, разминированная сотрудниками ФСБ на Профсоюзной улице в 2007-м. Рассчитывая на снисхождение, место схрона в российской столице указал сам Осмаев. Задержанный в начале месяца, 4 февраля, он начал давать показания не сразу. Но в итоге на одном из допросов в украинском СИЗО нарисовал схему места, где спрятал взрывчатку в Москве. Оперативники ФСБ почти неделю работали неподалеку от правительственной трассы Кутузовского проспекта. Как выяснилось, с момента закладки взрывчатки в 2007-м у железнодорожной ветки, по которой ходит аэроэкспресс в аэропорт Внуково, появилась новая насыпь. Найти схрон и обезвредить взрывное устройство удалось на днях. Но это мощный был бы взрыв? Да, приличный взрыв. Достаточно, чтобы было бы разворотить грузовую машину. Только при этом не забывайте, что это всего лишь часть взрывного устройства. Остальную часть они хотели дособирать, когда приехали в Москву. Террористическая война против России, которая началась в 90-е, несмотря на успехи спецслужб, тем не менее, все равно продолжается. И экстремисты в открытую называют свои основные цели. Владимир Путин уже давно для них мишень номер один. И главари террористов не устают упоминать об этом в интернете. Сотрудники спецслужб предотвратили целый ряд запланированных атак. В ходе подготовки этого материала нам стало известно по меньшей мере о нескольких попытках покушений на Владимира Путина. Об этом широкая аудитория узнает впервые. В 2001-м, во время визита в Азербайджан, гражданин Ирака пытался взорвать сразу несколько бомб на пути следования кортежа Путина. Его план был раскрыт, террорист задержан и осужден. В августе 2008-го взрывные устройства террористы пытались установить на проспекте Победы в Кисловодске. Банду блокировали в горах до приезда в город премьера. При сопротивлении бандиты были уничтожены. Июнь 2009-го. Великий Новгород. Спецслужбами задержан житель Ставропольского края, подготовивший самодельные взрывные устройства для покушения на Путина. Адам Осмаев не отрицает, что досконально изучал пути передвижения правительственных кортежей по Москве. В каком конкретном месте должен был быть теракт, он так и не признался, но сказал, что подготовка уже завершалась. Через 2 дня должны были уехать после дня вот этого пожара. Эти 2 человека должны были уехать, а потом в дальнейшем я должен был за ними тоже поехать. Дедлайн был после выборов президента России. Ну там же служба безопасности. Но служба безопасности тоже не всесильна, она не может контролировать все машины, всех пешеходов, там, всех, которые есть на улице. Как бы они тоже люди, в конце концов. А вот почему вы согласились рассказать это? Почему согласился? Ну, во-первых, потому что, как мне сообщил следователь, до меня уже рассказал все, как бы, один из участников наших. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, там, и были другие причины, которые я и мой следователь знаю. На что вы рассчитываете?
Рассчитываю на справедливый суд, надеюсь, в Украине. Вот. Надеюсь остаться в этой стране хотя бы на срок, который мне дадут. Спецслужбы России и Украины продолжают расследование этого дела. Антон Верницкий, Дмитрий Вишневой, Первый канал.